Здравствуйте! Тема сегодняшней встречи – гурманика. Я решила эмоциональный авитаминоз первой ранней весны лечить гурманскими ароматами. Направление для меня не совсем типичное, тем не менее в моей коллекции нашлось 11 таких композиций, которые я могу однозначно отнести к вкусным, сладким, гурманским. Начнем мы сегодня, да, в сегодняшней подборке я хочу вам представить ароматы разные. Отчасти я буду верна себе и Новой Заре, и Бракару. Отчасти это будут другие дома, в том числе Dior и Мюгле. Ароматы будут разные, и будут ароматы действительно, на мой взгляд, необычные. Хотя, несомненно, гурманские. Начнем мы сегодня с аромата от Dior Hypnotique Poison. Концентрация парфюмированная вода. Франсуа де Маши парфюмер, аромат 2014 года. Группа «Восточно-гурманские». Пирамида. Лакричник, миндаль, жасмин, самбак, цветок апельсина, ваниль, бобы, тонка. Ну, это самый шлейфовый, самый громкий и самый стойкий аромат всей моей коллекции. Здесь нужно быть очень осторожным с дозировкой этого аромата. Когда я с ним ознакомилась, я не устояла против покупки. Это действительно, воистину, наркотический, гипнотический яд. Что я здесь слышу? Ну, попеременно это и слива спелая, и вишня в ликере. Аромат стартует лакричником. Я очень люблю лакрицу. Может быть, поэтому он мне так нравится. Здесь аромат такой очень бархатный, роскошный, пряный, тяжелый, восточный, телесный. Если бы надо было охарактеризовать его в каком-то направлении интерьера или одежды, я бы сказала, что это стиль барокко. Такой выходной, вечерний, театральный аромат. Или же аромат соблазнения. На мой взгляд, это аромат роскошный, соблазняющий, желанный и немножечко демонической, роковой женщины. Необыкновенно стоек, необыкновенно красив, начиная от флакона. В этой линейке по озонов это единственное, что я приобрела. Прекрасный совершенно цвет флакона, безупречная форма, все здесь и фурнитура, и распылитель. Ну и содержимое, конечно, гипнотизирует. Аромат на позднюю осень, зиму или раннюю весну, как я уже сказала, на выход. И главное, умеренность при нанесении. Продолжит тему фруктов, аромат, о котором я вам недавно говорила, рассказывала уже. Это бракаровский черная смородина и мята из серии «Ароматы природы. Туалетная вода» 2017 года. Сильвия Фишер, парфюмер. Ну, это однозначно спелая, с кислинкой. Бывают такие сорта черной смородины, поспевшие уже на кусту, черная смородина. Или вторая ассоциация – это, знаете, такая пятиминутка из черно-смородинового варенья с мятовым листочком и, может быть, с небольшой порцией корицы, когда хозяйка добавляет для пикантности. Однозначно гурманский, вкусный, в меру шлейфовый, не стойкий, такой домашний пижамный аромат. Но для поднятия настроения он идеален. И теперь я перейду к группе, которая представлена ванилью. Значит, это аромат, опять же, бракаровский кафе гурме Lemon Court. Аромат 2018 года, цветочно-древесно-мускусная группа. Заявленные лимон, лайм, яблоко, зеленые ноты, ваниль, гелиотроп, жасмин, мускус, амбра, кедр. На старте я слышу лимонный курт, действительно с такой, с горчинкой из цедры лимона. И дальше в ванили, корица, но в сладость окончательно ему уйти
не дает и держит его вот такая древесно-мускусная амбровая база. Единственное, я хочу сказать, несмотря на то, что аромат достаточно приятный и носибельный, и особенность всех композиций Бракара из моего опыта, их не нужно долго хранить. При долгом хранении они дают такую браксамистую ноту неприятную, и такое ощущение легкой прогорклости. Поэтому, если бракар покупаем, то лучше всего носить сразу, не хранить и не настаивать. Из этой же линейки хочу представить вам аромат Маделен. На мой взгляд, тоже кафе гурме Бракар туалетная вода, на мой взгляд, более удачный, тоже гурманский. Он и заявлен у нас как гурманский 22 года аромат. Бернард Эллина, парфюмер. Ну, это молочный шоколад с ванилью. По ощущениям, он такой уютный, пижамный, приятный. Ванилька красивая. Заявлены здесь цветок миндаля, лилия, жасмин, ваниль, какао, мускус. Я бы сказала, что аромат похож на бурбонскую ваниль от Ифраше. Вот у меня созвучен он с ней. И еще ассоциации возникают, если говорить о вкусовых каких-то картинках, гурманики, то что-то такое из десерта направления кекс. Вот. Если хочется ванили и улучшить настроение во время весеннего витаминоза, прекрасный вариант. Но более красивую ваниль в моей коллекции представляет ванила Фрезия, аромат от Корос, греческого бренда органической парфюмерии и косметики. Вот у нас здесь на коробочке заявлено, что это 88% органики в этом парфюме. Вообще очень нравится линейка этого бренда Корос. Она до сих пор еще в золотом яблоке свободна в доступе. Достаточно приемлема по цене. Мне нравятся вообще многие ароматы этой линейки, есть несколько у меня. Нравится дизайн флакона, такой приятный, тяжеленький, почти сам намагничивается обратно, вот сюда флакончик, крышечка встает. И сами ароматы, они рассчитаны на жаркий греческий климат, на такое Средиземноморье, и носится оптимально, конечно, их время это лето. Если говорить о ванила Фрезия, то это у нас личи, чай, бергамот, персик, фрезия, жасмин, ваниль, пачули, мускус. Я однозначно слышу здесь ваниль, и я слышу экзотические фрукты, личи, персик. Ну и дальше идет такая цитрусовая база, цветочная база. На мой взгляд, это ни в коем случае не моноаромат ванили. Он достаточно интересный, и ваниль хоть и сладкая, но не приторная. И хоть аромат и достаточно сладкий, он ни в коем случае не тяжелый. Идеален для летнего отдыха и чтобы вспомнить отпуск у моря. Перейдем теперь к направлению, связанному с кокосами. Вот у меня здесь представлен такой аромат из, в общем-то, коллекции моей дочери, но я его позаимствовала сегодня на нашу подборку гурманики, потому что он, несомненно, гурманский, и даже иногда я к нему прибегаю. Коконат Пассион Victoria's Secret, туалетная вода. Ну, по сути, это не туалетная вода, это, конечно, мисс для тела на лето. Мисс для тела на лето – это кокос, ваниль, ромашка, ландыш и алоэ в пирамиде. Для меня это приятное кокосовое такое легкое облачко. Напоминает чем-то кремы от Загары Амбросолей. Вот у них похожая отдушка. И напоминает исключительно лето, солнце, море, морской бриз, беззаботность. Такой очень приятный аромат для атмосферы пляжного сезона. Дальше из серии кокоса, для меня этот аромат тоже в этом направлении, Алиана от Новой Зари, парфюмированная вода. Ну, этот аромат, несомненно, подражание и реплика Пако Раббане Олимпия. Но если расценивать его как самостоятельный аромат, многим он даже больше нравится, чем оригинал, то здесь, почему гурманская для меня? Ну, потому что однозначно я здесь слышу вкусные ноты. Это соленая карамель, соленый попкорн и сахарная вата. Это, опять же, прогулка вдоль морского побережья и
такое вот сладко-соленое, приятное десертное состояние. С кожи он звучит еще немного как аромат морской воды, воды после купания из моря. Он очень приятен, достаточно стоек даже в парфюмированной воде. Рекомендую, мне он очень нравится. Ну и сезон его, конечно, это весна-лето. Ни в коем случае не зима. Далее не могу, конечно, сегодня не упомянуть о легендарном, прекрасном, для кого-то и ужасном ангеле от Мюгле классическом парфюмированной воды. Концентрация парфюмированная вода. Ну, ангел не нуждается в представлении. Это чистая гурманика. Самая большая сладость, что у меня есть во всей коллекции. У нас с дочерью, моя дочка, ей 15 лет, очень любит этот аромат и его носит. Так что он ни в коем случае не взрослый и даже вот на молодежный вкус весьма прекрасен. Ну, ваниль, пачули и фрукты, если кратко характеризовать эту прекрасную парфюмерную композицию. Вечный, тяжелый, восточный, но в базе необыкновенно нежный, по-ангельски прекрасный ангел от Мюгле. Двигаемся дальше. Здесь я вам хочу показать Love Me от Новой Зари, парфюмированной в воде. Это 2014 год создания. Очень многие парфюмерные любители сравнивают Love Me от Новой Зари со златом скифов от Новой Зари. На мой взгляд, ароматы похожи, но ни в коем случае не идентичны. И это не клон злата скифов. Это тоже направление. Направление цветочно-древесно-мускусное, кстати. Пирамида очень широкая, большая. Альдегиды, роза, бергамот, фиалка, пачули, розовый перец, ветивер, яблоко, персик, жасмин, пряности, гвоздика, иланг-иланг, ладан, амбра, мох, пачули, сандал, ваниль. Я здесь слышу, почему я сегодня представляю его в подборке о гурманских ароматах, я здесь слышу кисло-сладкие, красные, спелые яблоки. И может быть немного персиков, но в основном это яблоки, мед, корица и ваниль. Вот для меня 4 составляющих. Здесь для меня нет ни амбры, ни заявленного ладана я не ощущаю. В основном это такой, да, есть утяжеление у фруктов, может быть за счет древесной группы, но в основном это чисто гурманский, сладкий, медово-фруктовый аромат. Очень люблю, звучит как ниша, стоимость просто копеечная. Он, по-моему, уже распродается в остатках сейчас. Не знаю, будет Новая Заря его дальше делать или нет. Но сам по себе при удачной партии аромат просто зачетный. Обожаю и ношу на холодное время года. Близимся к концу. И, коли мы опять говорим о фруктах, я не могу не отметить любимую мной русскую красавицу от Новой Зари. Парфада и парфюм у меня есть. Русская красавица, 1980 год создания, цветочно-древесно-мускусная группа. Для меня это, несомненно, абрикосовое варенье на специевой подложке. Это дача, дымок от самовара и чаепитие, конечно, с вареньем. И это такая добрая, нежная, ласковая женщина, мама. Это женственность, добродетель и уют. Фруктовая база и специи позволяют аромату держаться, не скатываться в сладость. Он очень восточный за счет специй и за счет пачули. И этот аромат мне напоминает Коко Мадемуазель от Шанель, который нет у меня в коллекции, но которая обязательно будет. И завершу я подборку ароматов гурманики, композиции тоже в направлении фруктов. И я начала с Dior и закончу Dior. И это Мисс Dior Шери, парфюмированный в воде. Вот узнаваемый прекрасный флакончик, аромат 2011 года выпуска. И опять же тот же самый прекрасный парфюмер Франсуа де Маши создала этот аромат. Сейчас это снятость и раритет. Когда-то в начале увлечения парфюмерией я его приобрела, и он мне показался не моим в направленности. Вот. Это
конечно, такой аромат-праздник и аромат-квинтэссенция утонченной женственности. Тоже в направлении Коко Шанель Мадемуазель, но он иной. Здесь слышны отличия. Что их объединяет? Ну, ванильно-фруктовая составляющая и пачули, а вот отличаются они как раз тем, что вот он, я бы сказала, более изысканный, более нежный, чем мадемуазель, и более романтичный, что ли. Клубника, мандарин, роза, жасмин, пачули, сандал, амбра, дубовый мух. И это аромат, на мой взгляд, для выхода в театр, на концерт. Он однозначно праздничный, и он прекрасен зимой, весной или осенью. Ценю, храню как раритет своей коллекции. На сегодня все. Прошу рассказать мне о ваших любимых ароматах в направлении гурманики. Что же нам поднимает настроение, когда мы на диете перед летним сезоном, но хотим почувствовать вкусовые, сладкие десерты, да, из разряда парфюмерии. Расскажите, пожалуйста, мне, что вы носите сейчас или что вы носите вообще в направлении гурманики. Буду очень благодарна вам за отзывы, комментарии и пожелания. До новых встреч. С вами Юлия Давыдова.